На шумной улице Нью-Йорка прохожие спешили по своим делам. Никто не обращал внимания на худощавого старика в рваном пальто, который сидел у стены супермаркета, протягивая дрожащую руку с пустым стаканчиком. На самом деле это был Итан Блейк, миллиардер, владелец строительной империи. Уставший от лицемерия окружающих, он решил провести эксперимент. Спрятал дорогие часы, надел старые ботинки и вышел на улицу как нищий. Ему хотелось узнать, кто из людей способен на настоящую доброту, когда рядом нет денег и выгоды. Прохожие шли мимо. Кто-то отводил глаза, кто-то усмехался, а один мужчина даже прошипел: «Иди работать, старый лентяй». Итан молча наблюдал. Минуты тянулись, пока к нему не подошел мальчик лет 10. Его одежда была поношенной, а в руках он держал бумажный пакет с булочкой и яблоком. Мальчик остановился, взглянул на нищего и тихо спросил: «Дядя, вы голодны?» Итан кивнул, удивившись. Тогда мальчик развернул пакет, достал булочку и разломил ее пополам. Одну часть он протянул мужчине. «Вот, возьмите. Я поем и половины, мне хватит». Глаза Итана заслезились. Перед ним стоял ребенок, у которого и так почти ничего нет, но он все равно готов делиться последним. Бизнесмен осторожно принял кусок хлеба, но есть не смог. Горло сжало. «Как тебя зовут?» — хрипло спросил он. «Сэм», — ответил мальчик. «Мама говорит, что нужно помогать тем, кому хуже». Итан сжал в кармане ключи от своей дорогой машины, которую спрятал неподалеку. Его сердце впервые за долгое время дрогнуло. Он понял, этот мальчик богаче любого из тех, кто проходил мимо. Сняв кепку и подняв глаза, Итан заговорил уже другим тоном. «Сэм, ты только что сделал то, чего не смог ни один взрослый сегодня». Мальчик удивленно посмотрел на него, не понимая, почему нищий говорит так серьезно. Тогда миллиардер вынул из внутреннего кармана маленький конверт. «Это для тебя и твоей мамы. Никогда не переставай быть таким добрым». В конверте лежал чек с суммой, которой хватило бы не только на еду, но и на новую жизнь. Сэм растерянно взял его, не зная, что сказать. А Итан встал, расправил плечи и пошел прочь. Он больше не чувствовал тяжести богатства, только благодарность за урок, который дал ему маленький мальчик. В тот вечер миллиардер понял: истинное богатство измеряется не деньгами, а сердцем.